Эй, народ, вы в курсе, что Гранд Каньон хранит такие секреты, от которых в шоке даже бывалые ученые? Представьте себе, пропавший археолог наткнулся на гигантские скелеты, и теперь все просто не могут успокоиться. Сегодня я раскрою вам всю подноготную этих странных находок и расскажу, почему они вызывают такую бурю эмоций у специалистов. Забрасывайте дела и пристегивайтесь. Это история, которую стоит услышать. Затерянный город в Гранд Каньоне. В 1909 году доктор Кинкейд, американский археолог из штата Аризона, отправился в экспедицию по изучению народа Хопи. Поддерживаемый Смитсоновским институтом, ученый уже успел заслужить признание за свою работу и был особенно заинтересован в изучении культуры этого племени. Однажды во время своего визита доктор Кинкейд услышал от местного вождя историю о загадочном подземном городе, спрятанном глубоко под Гранд Каньоном. Эта новость пробудила любопытство доктора, и он решил начать поиски легендарного места. Исследования начались в районе каньона Грин-Ривер, штат Юта. Доктор Кинкейд обратил внимание на необычную структуру осадочных пород и цветовые вариации вдоль восточного края каньона и вблизи русла реки. По описанию местных жителей, вход в подземный город располагался в конце длинного туннеля протяженностью около 1 мили, уходящего глубоко под землю. Само расположение входа было труднодоступным. Оно находилось на высоте примерно 1500 футов над дном каньона. Архитектура обнаруженного сооружения свидетельствовала о том, что создатели подземного города обладали высокими инженерными знаниями. Главная часть подземного комплекса представляла собой огромную центральную камеру, от которой расходились многочисленные коридоры, похожие на спицы колеса. Стены главной залы были украшены медной утварью и табличками, покрытыми символами и иероглифами, удивительно схожими с теми, что известны из древнеегипетской цивилизации. Гигантские скелеты в затерянном городе. Среди наиболее примечательных открытий доктора Кинкейда стала находка мумифицированных останков внутри цитадели. Все найденные мумии имели рост свыше 8 футов и были обернуты в темные ткани. По словам Кинкейда, ему удалось сделать фотографию одной из мумий при помощи фонаря, однако эти снимки впоследствии не были найдены. Продолжая исследования, ученые обнаружили важные сведения о религиозных убеждениях древних обитателей этого загадочного города. Примерно в 98,5 футах от входа находилась большая комната с крестообразной формой, длина которой составляла сотни футов. В этой комнате были обнаружены предметы поклонения, вероятно, связанные с главным божеством местной религии. Идол, сидящий со скрещенными ногами, держал в руках цветы лотоса или лилий. Его лицо отличалось восточными чертами, такими же, как и изображения на стенах пещеры. Этот образ имел некоторые общие черты с буддийскими изображениями, хотя ученые того времени не могли точно определить, представлял ли он буддийский культ. Кроме того, исследователи наткнулись на керамические изделия и другие артефакты, помеченные торговыми знаками, указывающими на их происхождение из различных уголков мира. Это редкая смесь культурных влияний, которая крайне редко встречается среди археологических находок, придавала открытию исключительное значение. Как сообщил сам Кинкейд вместе со своим коллегой профессором Джорданом, последняя исследованная ими камера оказалась частью ритуального захоронения, расположенного в дальнем углу огромного зала, где находились мумии. Тем не менее, официальных подтверждений существования этого подземного города не существует. Смитсоновский институт категорически отвергает всякие предположения о своем участии в исследовании этого объекта. Возникает вопрос: почему? Происхождение города и его жителей. Открытия, сделанные Кинкейдом и Джорданом, бросают вызов традиционным представлениям археологов и антропологов. Ученые попытались установить происхождение древних обитателей пещеры, но пришли лишь к выводу, что они, скорее всего, прибыли из какого-то отдаленного региона. Однако точное местоположение оставалось неизвестным. Было высказано предположение, что это могло быть либо Древний Египет, либо какая-то область Азии. Коренные народы, такие как Хопи, Навахо, Зуни и Апачи, населяли территорию вокруг Большого каньона на протяжении тысячелетий. Их устные предания содержат множество легенд, которые часто воспринимаются современными людьми как сказки. Одна из таких историй рассказывает о таинственных существах-рептилиях, способных принимать человеческий облик, которые, согласно поверьям, обитали в этом регионе много
веков назад. У других племен, например, у Зуни и Акома, тоже есть подобные мифы, но вместо рептилий в них фигурируют гиганты. Интересно отметить, что на западе Соединенных Штатов неоднократно находили гигантские человеческие кости, причем некоторые из них хранятся в Смитсоновском институте, однако доступ к этим экспонатам строго ограничен. Хотя общепризнанно, что Христофор Колумб не был первым человеком, открывшим Америку, остается открытым вопрос о том, кто еще мог посещать этот континент задолго до европейцев. Есть свидетельства, что китайцы и викинги добрались до берегов Нового Света раньше Колумба. Тогда как древние люди смогли добраться до удаленной местности, такой как Большой каньон, и смогли построить столь грандиозные сооружения? Эти и другие сенсационные находки я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Инопланетный след. Согласно легендам народа Хопи, это могли быть люди-муравьи, инопланетяне огромного роста, с бледной кожей и большими глазами. Легенды Хопи рассказывают о череде катастроф, включая всемирный потоп. После этого с неба спустилось божественное существо, описанное как движущаяся звезда, аналогичное тому, что можно встретить в описаниях НЛО. Этот бог направил Хопи к людям-муравьям, которые укрывались в огромном подземном убежище, спасаясь от надвигающейся катастрофы. Возникает закономерный вопрос. Может ли подземный город в Гранд-Каньоне оказаться жилищем этих самых людей-муравьев? Примечательно, что все найденные в пещере мумии были высокого роста, что может указывать на связь с этими существами. Идея о том, что инопланетные существа могут жить в секретных подземных городах на Земле с давних времен, находит отражение в различных культурах. Сегодня многие считают, что они продолжают существовать среди нас, оставаясь незаметными и рассредоточившись по разным континентам. Библия, а также письменные источники древних цивилизаций, таких как шумеры, майя и коренные народы Северной Америки, изобилуют упоминаниями о контактах с пришельцами. Однако наука зачастую интерпретирует эти предания по-своему. В некоторых древних текстах утверждается, что звездные народы обучили землян чтению, письму и астрономии, передав человечеству знания и технологии. Это наводит на мысль, что представители звездных народов воспринимали человечество как свое творение и чувствовали ответственность за его развитие. Странное поведение правительства. Загадочная пещера в Гранд-Каньоне ныне расположена на территории, контролируемой государством, куда доступ закрыт для широкой публики. Возникает вопрос, знали ли власти об этом месте более века назад и решили скрыть его существование, закрыв доступ к нему? Известно, что в Гранд-Каньоне насчитывается более 1000 пещер, значительная часть которых, судя по всему, имеет искусственное происхождение. Но как объяснить наличие тех, чьи размеры и сложность конструкций явно превосходят возможности человечества на момент их создания? Интересно, что из всех этих пещер на карту нанесено лишь около 30, причем многие из них были запечатаны якобы для обеспечения безопасности посетителей. Некоторые исследователи готовы подписывать отказы от претензий, принимая на себя риски, чтобы попасть в эти пещеры, но правительство США упорно отказывается предоставить такую возможность. Почему оно действует таким образом? Периодически над Гранд-Каньоном замечают неопознанные самолеты и боевые вертолеты «Апач», которые совершают полеты на низкой высоте, избегая обнаружения радарами, несмотря на установленную зону запрета полетов. Не принадлежат ли эти воздушные суда правительственным структурам или какой-то секретной организации, пытающейся всеми силами предотвратить утечку информации о возможном присутствии внеземной жизни на нашей планете? Новый виток расследования. После того, как информация о пещере появилась в 1908 году, средства массовой информации долгое время хранили молчание, пока в 1995 году известный исследователь и писатель Дэвид Хэтчер Чайлдресс из Клуба исследователей мира в Кемптоне, штат Иллинойс, не заинтересовался этой историей и решил разобраться в ней подробнее. Чайлдрессу было важно понять, является ли эта история обычной газетной уткой или в ней все-таки содержится доля правды. Впоследствии он заявил, что сокрытие сенсационных археологических находок в США началось еще в 1881 году с деятельностью геолога Джона Уэсли Пауэлла. Чайлдресс приступил к расследованию, начав с телефонных звонков в Вашингтон. Реакция на его запросы была нервной и уклончивой. Ему сообщили, что ни в Северной, ни в Южной Америке никогда не было обнаружено ничего, связанного с Египтом. Затем последовало заявление о том, что Смитсоновский институт никогда
никогда ранее не проводил подобных раскопок. Также сообщалось, что имена Кинкейда и Джордана были неизвестны в Вашингтоне. Позже у Чайлдресса возникли сомнения, поскольку имя профессора Джордана явно упоминается в документах Смитсоновского института, датируемых 1910 годом. Тем не менее, Чайлдресс осознавал, что у института могли быть серьезные основания скрывать эту сенсационную находку. Ведь учебное заведение всегда поддерживало теорию изоляционизма, согласно которой более ранние высокоразвитые культуры не контактировали между собой, тогда как сторонники диффузионизма допускали возможность межконтинентальных культурных связей даже в древности. Смитсоновский институт изначально придерживался изоляционистских взглядов. Под руководством Джона Уэсли Пауэлла бюро этнологии еще в конце XIX века активно продвигало идеи изоляционистов. Совершать научные открытия лучше по всем правилам и фиксировать результаты. А если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Происхождение индейцев связано с затерянным городом? Джон Уэсли Пауэлл был уверен, что индейцы происходят от древней высокоразвитой американской культуры, которая ответственна за строительство многочисленных пирамидальных холмов на североамериканском континенте. Вопрос о происхождении этих сооружений до сих пор вызывает споры. Диффузионисты, напротив, утверждают, что предки современных индейцев не имеют отношения к возведению этих величественных курганов. Как отмечает Чайлдресс, взгляды диффузионистов не только игнорировались, но и подвергались целенаправленному подавлению. Чайлдресс полагает, что строители этих сооружений определенно имели связи с другими развитыми культурами. Кроме него, многие другие альтернативные историки пытались добиться ответов от Смитсоновского института касательно пещеры в Гранд-Каньоне. Известному исследователю Джеку Эндрюсу, прозванному в США охотником за затерянным некрополем, Смитсоновский институт прислал следующее письмо в ответ на аналогичный запрос. Эти два имени упоминаются в статье, опубликованной в Phoenix Gazette 5 апреля 1909 года, создающей ложное впечатление, будто доктор Кинкейд и профессор Джордан являлись сотрудниками Смитсоновского института, ответственными за обнаружение египетских храмов в Гранд-Каньоне. Тем не менее, просим вас учесть, что эта история не соответствует действительности. Так, был ли загадочный город с гигантскими скелетами на самом деле? Возможно, однажды эта тайна будет разгадана. Где находится Гранд-Каньон? Гранд-Каньон, или Большой каньон реки Колорадо, является главной природной достопримечательностью США и восхищает своими колоссальными размерами. Его длина составляет 277 миль, ширина доходит до 18 миль, а глубина превышает 6000 футов. Гранд-Каньон включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признан одним из чудес света. Расположенный в среднем течении реки Колорадо на северо-западе штата Аризона, рядом с границами штатов Юта и Невада, Гранд-Каньон демонстрирует величие природы. Река Колорадо начинается в скалистых горах на высоте около 10 тысяч футов, собирая воды от таяния снегов и высокогорных озер, и пересекает засушливые регионы плато Колорадо. На сегодняшний день река Колорадо значительно зарегулирована. Для снабжения водой засушливых территорий здесь созданы водохранилища, включая крупнейшее в США водохранилище МИД, расположенное выше известной плотины Гувера. Исторически река Колорадо впадала в Калифорнийский залив Тихого океана, но из-за множества гидротехнических сооружений ее воды достигают океана только во время редких сильных паводков. За последние 50 лет такие случаи происходили лишь несколько раз. Большая часть Гранд-Каньона находится в границах национального парка Гранд-Каньон. Ориентированный с востока на запад, каньон делит парк на две части – северный и южный карнизы, North Rim и South Rim. Происхождение Гранд-Каньона. Земля, по которой протекает река Колорадо, на протяжении сотен миллионов лет претерпела значительные изменения. Анализ горных пород показывает, что большую часть времени эта территория была покрыта морями – теплыми и глубоководными, мелководными и холодными. Однако регион находится в зоне активной тектонической деятельности, на стыке литосферных плит. Вертикальные движения земной коры периодически поднимали эту местность над уровнем моря, превращая ее в сушу. Эти периоды чередования моря и суши
суши повторялись многократно. Окончательное поднятие района Колорадо над уровнем моря произошло между 70 и 30 миллионами лет назад. По вновь образовавшейся суше начали течь извилистые реки. Дальнейшее поднятие территории привело к формированию высокого плато Колорадо. Изменилась также береговая линия Тихого океана, и река Колорадо нашла выход к морю, а ее устье резко опустилось. Значительный перепад высот между истоком и устьем реки Колорадо создал большой продольный уклон ее русла. Это придало водному потоку необходимую силу и стремление выровнять новые уступы и сформировать новый профиль равновесия. Ответом реки на это стало образование глубокого каньона. Процесс длился миллионы лет и продолжается до сих пор. Взглянув на Гранд-каньон сверху, можно увидеть большие речные излучины – меандры. Трудно поверить, что река смогла создать такой сложный петляющий путь, прорезая высокое плато. Очевидно, что эти излучины Колорадо – наследие реки, которая текла по более пологой местности еще до поднятия плато и формирования Большого каньона. Начинаясь врезаться после значительного подъема плато, река углубляла свое русло, сохраняя все повороты и меандры. Гранд-каньон представляет собой невероятно живую систему, которая непрерывно трансформируется и эволюционирует. Этот процесс вновь подтверждает мысль о том, что лишь те археологические открытия, которые согласуются с дарвиновской концепцией эволюции и, соответственно, общепринятыми научными представлениями, получают признание и становятся частью общественного знания. А на сегодня это все. До скорой встречи!